Убийство иранского генерала Касема Сулеймани, ответный ракетный удар Ирана по американской военной базе в Ираке, выход Ирана из ядерной сделки, чуть не столкнувшиеся корабли России и США вблизи иранских границ. И все эти события, ставящие мир на грань Третьей мировой войны, происходят аккурат во время празднования православным миром Рождества Иисуса Христа. Не является ли это исполнением древнего библейского пророчества, того самого, который возвещает о наступлении назначенного времени? На небе появилось великое знамение. Женщина, одетая в солнце, у нее под ногами была луна, а на голове венец из 12 звезд. Она была беременна и кричала от боли и родовых мук. Затем на небе появилось другое знамение – большой огненно-красный дракон с 7 головами и 10 рогами. И на головах у него было 7 диадем. Хвостом дракон потащил треть небесных звезд и сбросил их на землю. Этот дракон стоял перед женщиной, которая вот-вот должна была родить, чтобы, когда она родит, поглотить ее ребенка. Это видение рассматривалось в видео будущего Евросоюза и Ватикана, и в нем раскрывается его смысл. Женщина – это Ватикан, венец из 12 звезд на синем фоне – это флаг Евросоюза. Конфликты женщины с драконом – это ядерный удар по Евросоюзу, в результате которого Треть Евросоюза погибнет, а руководство Ватикана успеет улететь в Ирак, где в древности находился город Вавилон. Но, вероятно, в этом видении скрыт еще один смысл – время, когда это произойдет. Чтобы это понять, нужно рассмотреть это видение по порядку. В первой части говорится о том, что женщина облечена в солнце, у нее под ногами луна, и все это наблюдается с Земли. Таким образом, мы наблюдаем картину, когда три небесных объекта выстроились в один ряд в следующем порядке – Солнце, Луна, Земля, что соответствует такому явлению, как новолуние, которое считается днем начинаний и открытий. Во второй части говорится о появлении на небе дракона, который сбросил треть небесных звезд на Землю. На небе есть созвездие дракона, так же, как и созвездие Девы. И рядом с его хвостом находится метеорный поток Квадрантиды, наивысшая активность которого бывает ежегодно в начале января. Женщина кричит от родовых схваток и рожает ребенка мужского пола. Если учесть, что женщина – это Ватикан, католическая церковь, то роды могут представлять Рождество Иисуса Христа, которое православный мир отмечает в ночь на 7 января. Несмотря на то, что католики отмечают Рождество 25 декабря, все же дата Рождества, принятая в мире, это 7 января. Это связано с различием юлианского и григорианского календарей. Весь христианский мир пользовался юлианским календарем до 1582 года нашей эры, и согласно ему 25 декабря в 2019 году фактически выпадает на 7 января 2020 года. Если бы католики не перешли в 1582 году на григорианский календарь, то в 2020 году они бы отмечали Рождество Иисуса Христа 7 января. Все три части этого видения можно наблюдать каждый январь, и с Земли выглядит это буквально так, как описано в Откровении. То, что небесные явления могут использоваться Богом для указания времен, может следовать из следующего стиха. «И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной, для отделения дня от ночи и для знамения времен и дней и годов». С еврейского «указание назначенного времени». Накал страстей вокруг Ирана угас довольно быстро, и несмотря на то, что авиакомпании в тот момент предпочли не летать над Ираном из-за опасности продолжения конфликта, в целом стало очевидно, что продолжение противостояния Ирана с США, в котором ожидаемо могли бы столкнуться Россия с Евросоюзом, не будет. И можно было бы списать все эти события просто на очередной январь, если бы не одно «но». 15 января Владимир Путин озвучил ежегодное послание Федеральному собранию. Он затронул много тем, но две из них представляют наибольший интерес. Первое. Изменение Конституции Российской Федерации, затрагивающее перераспределение полномочий в сторону коллективного органа – Госсовета. Второе. Верховенство национальных законов над общемировыми. Это сильно напоминает другое пророчество, которое должно исполниться в тот же период. В назначенное время он возвратится и пойдет против юга.
Под возвращением в данном случае следует понимать возвращение Северного царя в свою землю для противоборства с Южным, которое детально описано в 11 главе книги Даниила. Напомню, что в наше время это противоборство остановилось ликвидацией Северного царя, СССР, и негласной победой Южного царя, США, в холодной войне. Южный царь до сих пор существует, и согласно пророчеству, Северный должен возвратиться, и тогда противоборство продолжится с новой силой. Согласно новым поправкам Конституции, центральную роль в России теперь вновь будет играть коллективный орган – Госсовет, и его решения будут выше мировых, что подразумевает под собой западные институты власти. Примечательно, что вскоре после этого в новостях запестрили заголовки, сравнивающие будущий Госсовет с прежними Политбюро и даже ЦК КПСС. В то же время появилась информация, что Рамзан Кадыров создал в Чечне консультативный совет. Эти события можно было бы считать совпадением или несущественными, если бы не странная спешка, с которой они все происходят. Через несколько часов после оглашения послания правительство России уходит в отставку, а сами поправки в Конституцию были внесены в Государственную Думу практически сразу после их анонсирования. Два этих обстоятельства наводят на мысль, что эти поправки сыграют решающую роль в будущем устройстве управления страной. Почему правительство России ушло в отставку в полном составе в тот же день? Не связана ли с этим также отставка генерального прокурора Юрия Чайки? Примечательно, что в нашей стране уже была подобная ситуация в 1991 году. В марте 1991 года проходил всесоюзный референдум о сохранении СССР, на котором большинство граждан высказались за его обновление и сохранение. На август было назначено подписание нового союзного договора, который коренным образом должен был изменить не только систему управления страной, но и сам СССР, который предполагал создание де-факто конфедеративного государства, в котором большинство полномочий передавалось бы республикам. После опубликования окончательной редакции нового союзного договора в газете «Правда» значительная часть министров СССР организовала ГКЧП с целью отстранения тогдашнего президента Михаила Горбачева от власти и недопущения подписания нового союзного договора. Хотя августовский путч 1991 года не удался, все же ему удалось сорвать подписание нового союзного договора и отсрочить развал СССР еще на полгода. Вероятно, единственным средством предотвращения тех событий для Горбачева могло быть только полное обновление состава министров перед непосредственным подписанием нового договора. Если то, что мы видим, это действительно то самое время, то в ближайшем будущем произойдет исполнение следующих библейских пророчеств, относящихся к назначенному времени конца.